что если в антарктическом льду 450 тысяч лет пролежало существо, чья ДНК не совпадает ни с одним видом на Земле, ни с человеком, ни с животным, ни с бактерией, ни 0,1% совпадения, ни следы эволюционного родства, абсолютный ноль. Именно это обнаружила международная исследовательская группа на станции «Восток» в 2023, когда буровая колонна прошла через слой льда возрастом почти 500 000 лет и достала нечто, что перевернуло все, что наука знала о жизни на этой планете. Буровый керн подняли на поверхность 7 марта в 4 часа утра по местному времени. Старший глициолог Михаил Соренсен первым увидел в прозрачном цилиндре льда темный силуэт и остановил работу всей установки. Внутри ледяного столба длиной 90 сантиметров находилось существо размером с крупную собаку, полностью сохранившееся, с неповрежденными тканями, с видимыми под льдом структурами, которые не поддавались никакому быстрому объяснению. Образец немедленно перенесли в изолированный бокс при температуре минус 25 градусов. Уже на первых снимках было видно, что у существа 6 конечностей, 4 нижних и 2 верхних отростка, которые по строению не соответствовали ни одной известной схеме строения позвоночника. Фотографии делали через стекло, прикасаться запретили до прибытия специализированной группы из Кейптауна. Позвоночника, судя по рентгеновскому снимку, сделанному прямо через лед, не было вообще. Группа молекулярных биологов под руководством доктора Юлии Вестергор прилетела через 72 часа. Первый забор материала провели через микроскопическое отверстие в ледяном керне, без полного размораживания, чтобы не нарушить структуру ткани. Каждой лаборатории дали задание провести полный геномный анализ и сравнение с базой данных всех известных организмов на Земле. Образец ткани весом 4 мг отправили сразу в 3 независимые лаборатории: Кейптаун, Осло и Токио. Результаты пришли через 18 дней. Все 3 лаборатории получили одинаковый ответ. Совпадение с базой данных 0%. Ни следы общего предка, ни отдаленное эволюционное родство, ни деградировавшая ДНК, просто полное отсутствие каких-либо совпадений с любым организмом, когда-либо задокументированным наукой. Токийская лаборатория дополнительно сообщила, что структура генетического материала существа содержит последовательности, которые не укладываются в известные принципы кодирования белков. Возраст льда вокруг образца определили методом изотопного анализа. 452 тысячи лет. Проще говоря, это не просто неизвестный вид. Это нечто, построенное по другим правилам. Для сравнения, в это время на Земле еще существовал неандерталец, а современный человек только начинал формироваться как вид. Существо пролежало в этом льду дольше, чем существует вся письменная история человечества, умноженная на 100. Самым необъяснимым оказался не генетический анализ и не возраст. Когда Вестергор изучила образец под электронным микроскопом, она обнаружила в клетках существа структуры, похожие на митохондрии. Энергетические органеллы, которые есть во всех клетках всех известных сложных организмов на Земле. Но у этого существа таких структур было не 1-2 на клетку, как у обычных организмов, а 19. Каждая из них имела собственную мембрану с химическим составом, не встречающимся в земной биохимии. Вестергор написала в своем отчете единственный вывод: данный организм либо является продуктом совершенно независимого происхождения жизни, либо его биохимия была намеренно изменена с использованием технологий, которыми мы не располагаем. Отчет засекретили в течение 48 часов после подачи. Утечка произошла раньше, чем кто-либо успел ее предотвратить. 452 тысячи лет назад Антарктида выглядела иначе. Но 3 лаборатории, 3 независимых истории. Ледяной щит в районе станции «Восток» был тоньше примерно на 300 метров. Это установлено по слоям керна из той же скважины. Это означает, что существо не просто попало в лед случайно. Оно оказалось в точке, где в тот период находилась поверхность или приповерхностный слой ледника. Иными словами, оно было там, снаружи, и что-то его накрыло. Палеоклиматолог Андреас Кнутсен восстановил условия того периода по изотопным маркерам в керне. 452 тысячи лет назад в этом районе фиксируется резкое похолодание. Температура упала приблизительно на 14 градусов за период, который по геологическим меркам равен мгновению около 200 лет. Именно этот температурный провал и зафиксировал существо в слое льда. Замерзание произошло настолько быстро, что клетки не успели разрушиться от кристаллизации воды. Именно поэтому ткани сохранились в состоянии, пригодном для анализа. Но Кнутсен обратил внимание на другое. В том же слое льда, на расстоянии примерно 18 метров от точки извлечения образца, Керн показал аномальное содержание углекислого газа, в 3 раза выше фонового значения для того периода. Такой пик характерен для массовой гибели органики, когда большое количество живого материала разлагается одновременно. Кнутсен предположил, что существо было не одно. Этот вывод подтвердился через 2 недели.
Боковое сканирование ледяного массива на глубине от 3200 до 3400 метров, именно там, где был найден образец, выявило еще 7 аномалий плотности. 7 объектов, по форме и размеру схожих с первым. Все они располагались в радиусе 40 метров друг от друга. Не разбросаны хаотично, а распределены с примерно одинаковым интервалом, как будто они стояли или двигались группой в момент замерзания. Извлечь остальные объекты немедленно не позволила техника. Буровая колонна на станции «Восток» рассчитана на работу строго вертикально. Боковое бурение требует другого оборудования, которого на станции нет. Запрос на доставку специализированной техники ушел в Москву и Женеву одновременно. Ответ из Москвы пришел через 4 дня. Запрос принят, решение на уровне межведомственного согласования. Из Женевы не ответили вообще. Пока шла переписка, Вестергор продолжала работу с первым образцом. Она провела анализ мышечной ткани существа и обнаружила, что волокна содержат следы химических соединений, которые на Земле синтезируются только искусственно. В лабораторных условиях, при высоком давлении и температурах выше 800 градусов. Эти соединения используются в промышленных высокотемпературных покрытиях. В живой ткани их быть не должно. Вестергор трижды перепроверила анализ на разных образцах из того же Кернесю. Результат не изменил. Она написала второй отчет. В нем был один вопрос без ответа. Если эти соединения не могут образоваться в природе, кто их туда поместил? И зачем? Этот отчет засекретили в течение 6 часов. Токийская лаборатория прислала расширенный отчет на 42 страницах через 23 дня после первого анализа. Руководитель группы, профессор Хироши Танака, специализировался на экстремофилах, организмах, живущих в условиях, несовместимых с обычной жизнью. За 20 лет работы он изучил архей из жерл подводных вулканов, бактерий из ядерных реакторов и грибки с внешней обшивки космической станции. По его собственным словам, переданным через коллег, ничто из увиденного раньше не заставило его остановить работу и просто сидеть перед микроскопом 20 минут без движения. Генетический материал существа содержал не двойную спираль, а тройную. 3 цепочки вместо 2, структура, теоретически описанная в биохимии еще в 50-х годах прошлого века, но никогда не обнаруженная в живом организме. Тройная спираль нестабильна в условиях земной биохимии, она разрушается при нормальных температурах и уровне кислорода. Чтобы она существовала как постоянная структура, нужны либо иные условия среды, либо дополнительные белки-стабилизаторы. У существа были и те, и другие. Танака обнаружил в образце класс белков, не имеющих аналогов ни в одной известной базе данных. Количество пар оснований в геноме существа оказалось в 4 раза больше, чем у человека. Человеческий геном содержит около 3 миллиардов пар оснований. Геном существа около 12 миллиардов. Для сравнения, геном некоторых растений достигает 100 миллиардов пар, но их большая часть — некодирующие повторы, генетический мусор. У существа некодирующих участков практически не было. Почти весь геном — активные последовательные. Танака написал в отчете, что такая плотность кодирующей информации не встречается ни у одного известного организма на Земле. 4 азотистых основания строят ДНК всего живого на планете. Аденин, тимин, гуанин, цитозин. У существа их было 6. 2 дополнительных основания не идентифицированы. Их химическая формула не совпадает ни с одним природным или синтетическим соединением из базы данных Международного союза теоретической и прикладной химии, насчитывающей более 120 миллионов соединений. Осло подтвердила этот результат независимо, используя другой метод анализа. Это означало одно: генетический код существа написан на другом алфавите. Ни диалект, ни вариация. Другой алфавит с другими буквами и, предположительно, другой грамматикой. Расшифровать, что именно кодируют эти последовательности, стандартными методами невозможно. Все алгоритмы расшифровки генома построены на земной 4-буквенной системе. Вестергор получила токийский отчет и немедленно запросила дополнительный образец ткани для независимой проверки. Ей отказали. К этому моменту образец уже находился не на станции «Восток», его перевезли. Куда именно, в официальном сообщении не указывалось. Источник внутри российской антарктической программы, пожелавший остаться анонимным, сообщил норвежскому изданию, что контейнер с образцом был доставлен военным бортом в Новосибирск в конце марта. Российская сторона эту информацию не подтвердила и не опровергла. Танака опубликовал краткое резюме своих выводов в закрытом научном журнале с ограниченным доступом. Через 8 дней статья была отозвана редакцией без объяснения причин. Танака не комментировал отзыв публично. Его коллеги из токийской лаборатории перестали отвечать на запросы журналистов в течение 2 недель после публикации. В научной классификации каждый организм получает латинское название по системе, разработанной Карлом Линнеем в XVIII веке. Название строится на основе принадлежности к роду и виду, а сам вид вписывается в иерархию: царство, тип, класс, отряд, семейство. Существо со станции «Восток» не вписалось ни в один уровень этой иерархии. Его невозможно было отнести ни к одному из существующих царств жизни, ни к животным, ни к растениям, ни к грибам, ни к бактериям, ни к археям, ни к протистам.
Систематики из Осло, работавшие с материалами анализа, предложили термин «домен 0» — условное обозначение для организма, стоящего за пределами всей известной классификации жизни. Внешнее строение существа изучали по снимкам высокого разрешения и томографии, проведенной через лед. Ну а пока мы пытаемся понять, откуда взялось это загадочное существо, не забудьте, что в мире технологий тоже есть немало удивительного. Заходите на наш сайт playprofi.com, там собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. И только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Успейте, пока у нас не нашли домен 0. Длина тела 58 сантиметров от головного конца до последней конечности. Масса, предположительно, около 4 килограммов, исходя из объема и плотности ткани. 6 конечностей делились функционально. Нижние 4 имели утолщения на концах, напоминающие подушечки, верхние 2 отростка заканчивались структурами с множественными разветвлениями. От 3 до 5 на каждом, в зависимости от угла съемки. Голова, если это можно было назвать головой, представляла собой уплощенную структуру без выраженных органов зрения на поверхности. Томография показала внутри нее 3 плотных образования, симметрично расположенных по треугольной схеме. По плотности они соответствовали нервной ткани высокой концентрации. Невролог Сара Эйдесмо из Осло изучила снимки и сделала вывод, что каждое из 3 образований по объему сопоставимо с мозгом крупной кожи. 3 отдельных нервных центра в одном организме. Такая схема на Земле не встречается. Кожный покров существа под микроскопом выглядел как многослойная структура с металлическим отблеском на внешнем слое. Химический анализ показал присутствие в верхнем слое кожи соединений кремния и титана, элементов, которые в живых тканях земных организмов не встречаются в таких концентрациях. Нижние слои кожи содержали пигментные клетки с нестандартной структурой. По предварительной оценке они могли обеспечивать изменение окраски, хотя подтвердить это на замороженном образце не представлялось возможным. Репродуктивных органов в привычном понимании обнаружено не было. Зато томография выявила в центральной части тела полость с плотным содержимым, разделенным на 7 отдельных камер. Что находилось в камерах, определить через лед не удалось. Томографический сигнал давал только общую плотность, но не химический состав. Соренсен назвал эту структуру архивом, без каких-либо научных оснований, просто потому, что другого слова не нашлось. Название существу так и не присвоили официально. В рабочих документах станции «Восток» оно фигурировало как объект ВС по номеру скважины и порядковому номеру аномалии. В переписке между норвежской и токийской группами использовалось неофициальное обозначение «нулевой образец». Вестергор в своих личных записях, фрагменты которых попали в прессу значительно позже, называла его просто «оно». И поясняла, что любое другое слово казалось ей не точным. Таксономический комитет Международного союза биологических наук получил запрос на создание новой классификационной единицы выше уровня домена, то есть категории, которой в биологии никогда не существовало. Комитет запрос отклонил, сославшись на недостаточность данных. 3 членов комитета после этого подали заявление о выходе из его состава. Станция «Восток» стоит в точке, под которой находится одно из крупнейших подледниковых озер на планете. Озеро «Восток», скрытое под 4 километрами льда. Озеро изолировано от поверхности около 15 миллионов лет. В 2012-м российские буровики впервые пробились к его поверхности и подняли образцы воды. В той воде обнаружили бактерии, не похожие ни на что известное, но тогда это списали на возможное загрязнение бурового раствора и тему закрыли. После находки объекта В7 архивные образцы воды из озера Восток достали и проанализировали повторно. В 3 из 7 образцов 2012 года нашли фрагменты органических молекул с тем же нестандартным химическим составом, что и в тканях существа. Не идентичные, но построенные по той же нестандартной схеме с 6 азотистыми основаниями вместо 4. Озеро под льдом и существо во льду были связаны химически. Это означало, что объект В7 был не случайной аномалией, занесенной извне. Он был частью экосистемы, существовавшей под антарктическим льдом задолго до того, как первый человек ступил на этот континент. Геофизик Клаус Бергман поднял архивы сейсмического мониторинга станции за последние 40 лет. В данных за 1998 он нашел серию микросейсмических событий под ледником в районе озера, слабых, нерегулярных, не похожих на тектонические толчки. Их тогда зафиксировали и не объяснили, внеся в базу как аномалии неустановленного происхождения. Бергман сравнил координаты этих событий с местом обнаружения объекта В7 и 7 других аномалий плотности в леднике. Все события 1998 года происходили в радиусе 300 метров от той же точки. Радиус 300 метров там это не точечный источник, это площадь. Бергман запросил полный архив сейсмических данных по всей Антарктиде, начиная с 1960. Обработка заняла 3 недели.
Результат показал, аналогичные серии микросейсмических аномалий зафиксированы в 18 точках континента. Не случайно разбросанных. Все 18 точек находятся над подледниковыми озерами или водотоками. Антарктида имеет разветвленную сеть подледниковых водоемов, связанных между собой. Бергман предположил, что эта сеть служила средой обитания для чего-то, что периодически давало о себе знать сейсмически, возможно, перемещением крупных объектов в водной толще. Французская антарктическая программа независимо зафиксировала на станции Конкордия в 2018 году звуковую аномалию в диапазоне инфразвука, колебания с частотой ниже 20 Гц, неслышимые для человека, но регистрируемые специализированной аппаратурой. Источник находился под ледником на глубине около 3 километров. Сигнал повторялся каждые 17 часов с точностью до нескольких минут. Регулярность исключала геологическое происхождение. Природные процессы не работают с такой периодичностью. Французы опубликовали данные в узкоспециализированном журнале по геофизике, где они пролежали без внимания 5 лет, до тех пор, пока Бергман не наткнулся на эту публикацию в ходе своего поиска. Станция Конкордия находится в 1200 километрах от станции Восток. Подледниковая гидрологическая сеть соединяет эти два района. Бергман отметил координаты французской аномалии на своей карте 18 сейсмических точек. Она стала 19-й. Официальной реакции на доклад Бергмана не последовало. Неофициально один из координаторов антарктической программы сообщил ему, что его данные приняты к сведению. Через месяц финансирование геофизического отдела станции Восток было сокращено на 60%, а сам Бергман получил уведомление о завершении своего контракта раньше установленного срока. Вестергор подала запрос на доступ к образцу в Новосибирске через официальные каналы Норвежского исследовательского совета. Ответ пришел через 42 дня. Запрос отклонен по соображениям биологической безопасности. Формулировка была стандартной. Такую используют при работе с патогенами высшего уровня опасности. Объект В7 не был патогеном и не представлял задокументированной биологической угрозы. Тем не менее, именно этот статус ему присвоили. И именно он теперь блокировал любой независимый доступ к материалу. Параллельно в научном сообществе начался процесс, который коллеги Вестергор называли между собой тихим демонтажом. Статья Танаки была отозвана. Предварительный отчет норвежской группы, размещенный на платформе препринтов, исчез через 3 суток. Администрация платформы сослалась на нарушение авторских прав, не уточнив. Кейптаунская лаборатория прекратила отвечать на запросы и закрыла доступ к своим внутренним данным, сославшись на реструктуризацию отдела. 3 ученых из разных стран, работавших с материалами анализа, получили юридические уведомления о неразглашении. Основание. Участие в исследовании, финансировавшемся из источников, подпадающих под соглашение о государственной тайне. 2 подписали. 3-й микробиолог из Кейптауна Джеймс Аконкво отказался и обратился к адвокату. Его история попала в несколько южноафриканских изданий, после чего затихла. Источники, общавшиеся с журналистами, перестали выходить на связь. Научный тупик был не только административным, он был и методологическим. Инструменты, которыми наука расшифровывает геномы, строит эволюционные деревья и идентифицирует организмы, созданные для работы с земной жизнью. Все они предполагают 4 азотистых основания, двойную спираль и принадлежность к одному из известных доменов. Объект В7 не соответствовал ни одному из этих условий. Попытка применить стандартные алгоритмы секвенирования к геному существа давала результат, который компьютер интерпретировал как ошибку чтения. Просто потому, что программа не имела в своей базе шаблонов для 2 из 6 оснований. Это все равно, что пытаться читать текст, в котором треть букв из другого алфавита. С помощью словаря только одного языка. Создать новые алгоритмы без доступа к полному образцу было невозможно. Доступа не было. Несколько теоретических биологов опубликовали независимые работы, пытаясь объяснить происхождение существа в рамках известной науки. Первая гипотеза — конвергентная эволюция в условиях полной изоляции. Подледниковая экосистема могла развиваться по совершенно иным путям за миллионы лет, без контакта с поверхностной жизнью. Проблема — конвергентная эволюция объясняет сходство форм, но не возникновение принципиально иного генетического кода. Код — это не форма, это фундаментальный язык биохимии. Он не меняется эволюционно, потому что любое изменение кода несовместимо с жизнью организма. Вторая гипотеза — панспермия, занос жизни из космоса в виде органических молекул на метеоритах. Эта идея существует в науке давно и не считается маргинальной. Но панспермия в стандартном понимании предполагает, что занесенная жизнь в итоге эволюционирует вместе с земной и приобретает земной генетический код. Именно потому, что земная биохимия оказывается доминирующей средой. Объект В7 своего кода не сменил за 452 тысячи лет пребывания на Земле или под землей. Третья гипотеза была озвучена только один раз, на закрытом семинаре в Женеве, протокол которого утек в прессу частично. Ее автор не был назван. Гипотеза звучала так: существо не является продуктом эволюции вообще. Ни земной, ни внеземной. Его геном слишком плотно
плотный, слишком функциональный и слишком сложный для организма такого размера. Соотношение объема генетической информации к биологической сложности тела указывает на то, что геном содержит значительно больше информации, чем нужно для построения и функционирования самого организма. Избыточная информация в геноме – это либо эволюционный мусор, которого здесь нет, либо данные, предназначенные для чего-то другого. Для чего именно, в протоколе семинара не указывалось. Эта часть была вырезана. Фрагмент протокола Женевского семинара, попавший в прессу, содержал одну фразу, которую большинство изданий процитировало и тут же отодвинули на второй план за ее кажущейся абсурдностью. Фраза звучала так. Геном объекта В7 содержит структуры, функционально идентичные носителям записанной информации. Не метафора, не поэтическое сравнение. Конкретный вывод конкретного ученого по результатам конкретного анализа. Записанная информация отличается от природной по одному признаку. Она создана намеренно. Природные процессы производят сложность, но не производят запись. Запись предполагает того, кто записывает. Вестергор получила этот фрагмент протокола из анонимного источника в апреле. Она сопоставила его с собственными данными о промышленных химических соединениях в тканях существа и с отчетом Танаки о нефункциональных, точнее избыточных, участках генома. Картина, которую она увидела, была следующей. Существо построено. Не выращено эволюцией, не занесено случайно. Построено с использованием технологий, недоступных современной науке, из материалов, часть которых в природе не встречается, с геномом, содержащим больше информации, чем нужно для его собственного существования. Кто мог это сделать 452 тысячи лет назад, за 447 тысяч лет до появления первой человеческой цивилизации? Ответа на этот вопрос в научных документах нет, но есть косвенные данные, которые никто официально не связал в единую цепочку, потому что каждый, кто начинал это делать, терял доступ к материалу. В 2004 году японский геофизический спутник зафиксировал над Антарктидой аномалию магнитного поля в форме правильного шестиугольника со стороной около 80 километров. Центр шестиугольника находился над озером Восток. Аномалию объяснили особенностями подледниковых горных пород и больше не возвращались к этой теме. В 1978 году американская антарктическая экспедиция на леднике Росса обнаружила на глубине 200 метров правильную геометрическую структуру размером около 3 метров. Объект с прямыми углами и гладкими поверхностями. Образец подняли, сфотографировали и отправили на базу МакМёрдо. Дальнейшая судьба объекта в открытых архивах не прослеживается. Один из участников той экспедиции, Роберт Хейс, в интервью 1992 года сказал, что объект был явно нерукотворным в человеческом понимании этого слова. И отказался говорить дальше. В 2019 году спутниковый радар с проникающим излучением, использовавшийся для картирования подледниковых озер, зафиксировал на глубине около 4 километров. В 300 километрах к востоку от станции «Восток» объект с четкими прямолинейными контурами размером приблизительно 70 на 40 метров. Данные опубликовали в техническом отчете как артефакт радарного сигнала и рекомендовали игнорировать при интерпретации. 3 независимых специалистов по радарному зондированию, изучивших те же данные, артефактом его не считают. Вестергор написала итоговый меморандум в мае, через 2 месяца после того, как потеряла доступ к образцу. В меморандуме она изложила единственный вывод, который, по ее словам, согласуется со всей совокупностью известных фактов. Объект В7 является биологическим устройством, созданным разумом, существовавшим на Земле или посетившим Землю не позднее 450 тысяч лет назад. 7 аналогичных объектов остаются в леднике. Подледниковая сеть озер содержит следы той же биохимии. Геном существа содержит записанную информацию, которую наука пока не может прочитать. Меморандум она отправила в 8 адресов. 3 университета, 2 международных научных комитета, 1 правительственное ведомство и 2 журналистам. Университеты не ответили. Комитеты прислали стандартные подтверждения получения. Ведомство не ответило. Один из журналистов опубликовал короткую заметку, которую удалили с сайта издания через 6 часов. Второй журналист сообщил Вестергор, что его редактор запретил публикацию после звонка, источник которого журналист назвать отказал. Сам меморандум в сеть выложил анонимный аккаунт в конце июня. К утру следующего дня его скачали 170 тысяч раз. К вечеру того же дня большинство площадок, где он был размещен, удалили файл по запросу о нарушении авторских прав от имени организации, название которой в публичных реестрах не значится. Вестергор дала единственное публичное интервью в сентябре. Небольшому норвежскому подкасту с аудиторией около 8 тысяч человек. Через 3 дня запись набрала 4 миллиона прослушиваний. В интервью она сказала одну фразу, которую впоследствии цитировали чаще всего. «Мы привыкли думать, что жизнь на Земле — это одно дерево с общим корнем. Объект В7 не является веткой этого дерева. Он вообще не из этого леса. 7 объектов остаются в леднике на глубине 3300 метров. Оборудование для их извлечения так и не было доставлено на станцию «Восток». Официальный бюджет российской антарктической программы
программы на 2024 год не содержит статьи расходов на боковое бурение в районе скважины В7. Французская инфразвуковая аномалия на станции Конкордия продолжает фиксироваться каждые 17 часов. Последняя запись датирована августом текущего года. Образец в Новосибирске официально числится как биологический материал неустановленного происхождения на карантинном хранении. Срок карантина не указан. Запросы на независимый доступ продолжают отклоняться. К октябрю их накопилось 27 от ученых из 14 стран. Танака вернулся к работе с экстремофилами и не публикует ничего, связанного с антарктическими исследованиями. Соренсен покинул станцию «Восток» в июне и с тех пор не дает интервью. Бергман преподает геофизику в университете Бергена и отказывается обсуждать свои антарктические данные публично, по его словам, по совету юриста. Вопрос, с которого началась эта история, звучал так, что если в антарктическом льду обнаружили существо, чья ДНК не совпадает ни с одним видом на Земле, ответ, который дает совокупность известных фактов, значительно сложнее самого вопроса. Дело не только в нулевом совпадении ДНК. Дело в том, что существо с нулевым совпадением ДНК, построенное по принципиально иным биохимическим правилам, с геномом, содержащим записанную информацию и промышленные соединения в тканях, найдено не одно. Таких объектов 8. Они расположены группой, и под ними находится подледниковая экосистема со следами той же биохимии, распространяющейся на 19 точек по всему континенту. Это не аномалия, это система. Последнее, что установила наука до того, как доступ к данным был окончательно закрыт, тройная спираль генома существа теоретически способна хранить в 3 раза больше информации на единицу длины, чем двойная спираль земной ДНК. Геном объекта В7 длиной в 12 миллиардов пар оснований с 6 азотистыми основаниями вместо 4 и практически без некодирующих участков содержит объем информации, который по предварительным оценкам Танаки сопоставим с несколькими миллиардами страниц текста. В теле размером 58 сантиметров и массой 4 килограмма. Никто не знает, что в этом тексте написано. Никто не знает, кто его написал. Никто не знает, предназначен ли он для прочтения. И если да, то кем. Антарктический лед продолжает таять. По текущим прогнозам, район станции «Восток» потеряет значительную часть ледяного покрова в течение ближайших 200 лет. 7 объектов в леднике окажутся ближе к поверхности, а затем на поверхность. Что произойдет тогда, не обсуждает никто из тех, кто знает достаточно для того, чтобы это обсуждать.